Приветствуем всех, любимые, близкие, наши друзья. Я Есмь, Крайон. Сегодняшняя тема. Крайон рассказывает о том, как возникают места силы и как они проявляются физически, а также об их разновидностях. Приветствую вас, друзья. Я Крайон. В прошлой статье я начал говорить про природные и социальные электромагнитные поля, и сегодня хочу продолжить эту тему. Я расскажу об энергетическом устройстве мест силы, которые являются особенно интересными природными объектами на вашей планете. Также я коснусь того, как должно выглядеть место силы, какие у него внешние признаки и за что они отвечают. Давайте ответим на вопрос, что же такое место силы, и зачем оно нужно вашей планете. Место силы – это такая точка на поверхности Земли, в которой интенсивность электромагнитной энергии особенно высокая, и поэтому все поля в таком месте, природные и социальные, обретают большую мощность. Причина такого усиления электромагнитного поля заключается в том, что в этой точке на поверхность Земли выходят потоки более тонкой энергии, которая называется эмоциональной. Источником эмоциональной энергии являются недра вашей планеты, и она выходит на поверхность не везде, а только там, где эти потоки были созданы богами Земли. На Земле существует целая сеть подобных потоков, которые вместе образуют энергетическую решетку на поверхности планеты, и эта решетка была создана еще в момент образования земной коры. В то время, когда поверхность остывала и создавалась твердая кора, горные породы определенным образом структурировались. В них закладывалось информационные коды, на основе которых теперь существуют все поля планеты. В этой структуре было прописано, какие точки Земли должны стать каналами, пропускающими энергию из глубины, и такие места с самого начала имели потенциал мест силы. Однако не все эти точки были активированы, большая часть мест силы не была открыта и работали только те каналы, которые включили боги Земли. Так произошло миллионы лет назад, когда человечество прибыло на Землю с других планет Солнечной системы. В тот момент боги активировали только самые мощные энергетические центры, через которые делились с людьми своим состоянием и знаниями. Большинство же других каналов были открыты значительно позже. Инициаторами такой активации стали сами люди, желавшие разнообразить энергии, которые они ощущали на поверхности. Открытие этих дополнительных центров также произошло миллионы лет назад, в так называемую сказочную эпоху, предшествовавшую развитию всех известных сейчас человеческих цивилизаций. В то время благодаря общению людей с Землей было открыто множество мест силы. Но это только малая часть тех энергетических каналов, которые могут открыться. После окончания сказочной эпохи многие активированные места закрылись снова, и это было связано с их неуместностью, так как все они создавали особенно интенсивный энергетический фон, который возбуждал сознание людей, а в то время это было опасно. Причина в том, что после сказочной эпохи началось смутное время, когда было множество противостояний между племенами людей, и излишняя психическая активность была бы направлена на самоуничтожение человечества. Поэтому боги, не желая усиливать низкие вибрации на поверхности, закрыли большую часть каналов, оставив только самые основные и мощные, на которых держится вся энергетическая решетка вашей планеты. Однако сейчас наступает то время, когда спящие энергетические каналы могут снова открыться, и более того может активироваться множество новых мест силы, о которых человечество никогда не подозревало. Поэтому сейчас очень актуально понимание того, что такое место силы и какая от него может быть польза людям. Как я уже говорил, повышенная интенсивность электромагнитного излучения в местах силы связана с потоками эмоциональной энергии, которые через них проходят. Поэтому, чтобы рассказать, как устроено место силы, мне вначале нужно объяснить, как эмоциональная энергия связана с физическими явлениями. Эмоциональная энергия не имеет прямой связи с другими видами энергии, известными в науке.
например такими как электромагнитное или гравитационное. Эмоциональное поле можно считать отдельной реальностью, существующей в мироздании. Это поле всепроникающее и существует во всех мирах одновременно. Главная его задача заключается в том, чтобы поддерживать жизнь в каждом из существующих миров. И эту энергию можно считать топливом, на котором живет любое существо, как материальное, так и нематериальное. Источником всей эмоциональной энергии мироздания является протовещество, распределенное определенным образом среди всей физической материи. Больше всего протовещества в центре звезд и планет. За счет него каждое небесное тело когда-то образовалось и смогло запустить все процессы, проходящие внутри и на поверхности. Такой источник находится и внутри вашей планеты. За счет него она запускает все потоки эмоциональной энергии, идущие из ее недр, питающие вас и все природные процессы. Хотя эмоциональная энергия обычно не проявляется физически, она является движущей силой любого материального процесса. Любое физическое явление протекает за счет течения эмоциональной энергии, и ученые, изучая их, видят лишь внешнее проявление, но не ту основу, из которой они вытекают. В то же время, рассуждая логически, можно проследить связь физического и эмоционального плана. При этом важно учесть, что источником эмоциональной энергии для всего происходящего на поверхности Земли являются не только недра планеты, но и Солнце, которое вносит значительный вклад в эти процессы. Это естественно, ведь когда-то Земля и все остальные планеты появились из Солнца, ведь эта звезда является источником всей материи и энергии всех планет. После того, как Земля отделилась от Солнца, их энергетическая связь все равно сохранилась, и сегодня, как и раньше, Солнце является главной энергетической поддержкой для вашей планеты. Если учитывать эту важнейшую взаимосвязь, то можно увидеть, как солнечная эмоциональная энергия запускает все процессы на поверхности. Например, ветра движутся вследствие перепада температур, возникающих из-за неравномерного освещения Земли Солнцем, что проявляется в дневных циклах и в смене времен года. Вся биологическая жизнь на суше организована на основе жизнедеятельности растений, которые питаются за счет солнечного света. Хотя внешне кажется, что движущей силой является электромагнитное излучение Солнца, на самом деле солнечные лучи движутся в соответствии с намерением, которое создается в недрах звезды, где происходит термоядерный синтез, выделяющий тепло и свет. Поэтому эмоциональная энергия первична, и ее потоки, реагируя с физическими частицами на квантовом уровне, создают движение материи. Эмоциональная энергия может не только направлять материю, она способна изменять информацию, записанную на квантовых уровнях каждой частицы, меняя предназначение частицы, заложенное при ее создании. Эта информация, заложенная в элементарную частицу, определяет, в каких процессах она участвует, вплоть до той траектории, по которой та движется. Конечно, невозможно точно запрограммировать движение каждой элементарной частицы, ведь процессы на атомарном уровне подвержены множеству флуктуаций. Однако, так как эта запись сделана в каждую частицу, то в целом все физические процессы упорядочены, и тот, кто обладает источником эмоциональной энергии, может всецело влиять на то, что происходит на уровне материи. С этим и связано то, что маги, жившие миллионы лет назад на Земле и имевшие возможность управлять потоками эмоциональной энергии, могли совершать любые превращения и трансформировать любые объекты, будь то камень или другой живой организм. В то время такими способностями обладал каждый человек, имея доступ к потокам эмоциональной энергии по воле богов, которые открывали человеческие качества, необходимые для этого. По сути, в те давние времена энергетическая структура Земли была для людей открытой книгой, и они могли проводить в ней любые изменения. Основным же инструментом, которым пользовались маги и шаманы того времени, были места силы, так как они являлись главными источниками эмоциональной энергии, шедшей из недр Земли. Чем больше была сила потока, проходящего через человека,
тем быстрее проходили все магические и шаманские процессы, которые он запускал. Поэтому люди с рождения стремились обрести связь с местами силы, через которые они могли действовать особенно активно. Вы спросите, почему же люди искали ту эмоциональную энергию, которая выходила из недр планеты, и не полагались на ее мощнейший источник, шедший от Солнца? Причина в том, что солнечная энергия в первую очередь направлена на поддержку всех природных явлений, но не на их трансформацию. Этот внешний поток энергии всегда приходил на Землю и будет приходить. Он поддерживает ту природную картину, которая уже существует. Солнечное излучение создает все природные циклы, связанные со сменой дня и ночи и времен года, а эти циклы в свою очередь запускают все остальные природные процессы. В то же время, эта эмоциональная энергия не является земной по своей сути. У нее особенные вибрации. Солнце питает одновременно множество планет и их спутников, и его эмоциональная энергия не может отвечать за все изменения, происходящие на каждом отдельном небесном теле. Поэтому именно боги Земли направляют солнечную энергию на поддержку природных ритмов, и эта энергия является тем основным топливом, благодаря которому все движется. Но все ключевые изменения, которые когда-либо происходили внутри вашей планеты, осуществлялись за счет ее собственной энергии. Тем самым боги Земли предохраняли поле планеты от незапланированных изменений и тех флуктуаций, которые происходили на Солнце. Хотя все вспышки солнечной активности безусловно увеличивают скорость протекания процессов на Земле, они не приводят ни к какой перестройке. За любые превращения в поле планеты отвечают силы Земли, и такие изменения проходят на той эмоциональной энергии, которая излучается из ее глубин. Для этого Земле и нужен собственный источник протовещества, который может использоваться богами, когда нужно что-то активировать внутри планеты или на поверхности. Поэтому все места силы, во все времена являвшиеся центрами любой трансформации, работали не на основе солнечной энергии, а на энергии Земли. Давайте с вами посмотрим, как эмоциональная энергия, выходящая из недр, реализуется на поверхности, и тогда станет понятно, к каким точкам приурочены места силы и как они выглядят. Для этого нам нужно обратить внимание на те природные процессы, которые протекают не за счет солнечной активности, а благодаря внутренней энергии планеты. Одним из самых мощных таких процессов является движение литосферных плит, которые определяют весь рельеф поверхности. Например, когда эти огромные части земной коры сталкиваются друг с другом, то в этом месте вздымаются горы, а там, где они расходятся, образуются впадины. Границы между литосферными плитами являются наиболее активными сейсмическими зонами, так как в этих местах магма, находящаяся в мантии, может выходить на поверхность. Эти же зоны напрямую связаны с теми точками, в которых поднимаются потоки эмоциональной энергии, поэтому такие потоки имеют прямое отношение к сейсмической активности. Это согласуется с тем фактом, что извержения вулканов и землетрясения являются самыми мощными проявлениями глубинной энергии Земли. Но это только самая явная взаимосвязь эмоциональной энергии с природными процессами, а все остальные ее проявления менее заметны. В целом, потоки эмоциональной энергии напрямую связаны со структурой глубинных разломов земной коры, которые пронизывают всю поверхность планеты. В тех точках, где разломы особенно активны, часто происходит землетрясение, и это можно связать с деятельностью эмоциональной энергии. Поэтому одними из самых мощных мест силы планеты являются вулканы, а также хребты и горные системы, расположенные в точках соединения литосферных плит. Кроме того, по направлению глубинных разломов текут многие реки, которым удобнее прокладывать себе русло в тех породах, в которых изобилуют трещины. При этом такие реки объединяют с собой множество энергетических потоков, выходящих из недр Земли. Поэтому все мощнейшие места силы нашей планеты часто сосредоточены вокруг крупных речных систем. Также благодаря разломам земной коры часто образуются озера,
например, такие как глубочайшее озеро Байкал и многие другие озера тектонического происхождения. Безусловно, все эти озера также являются значимыми местами силы планеты. Вы спросите, что же происходит в тех местах, где нет никакой тектонической активности, например, в европейской части России? Неужели в этих районах в принципе нет мест силы? Конечно, это не так, и стоит учесть, что внешнее проявление эмоциональной энергии не является ключевым фактором, определяющим силу того или иного места. Ведь если эмоциональная энергия расходуется на протекание физических процессов, например, на вулканические извержения или на вздымание гор, то значит ее в меньшей степени могут использовать люди. Эта эмоциональная энергия менее свободна по сравнению с теми местами силы, которые внешне никак не проявлены. В непроявленных местах поток эмоциональной энергии может быть отнюдь не меньше, просто он не тратится на процессы, которые запрограммированы в природе. А значит, люди, установив контакт с такими местами, могут наполняться энергией, поэтому такие места могут нести для вас не меньше потенциал, чем мощнейшие вулканы и глубочайшие озера планеты. Итак, все места силы можно разделить на две группы: проявленные и непроявленные. Проявленные места силы – это те энергетические точки, которые были открыты с самого начала, благодаря которым энергетическая структура вашей планеты поддерживается до сих пор. Такие места наиболее интенсивны, так как их энергия запускает ключевые процессы на планете, напрямую связанные с поддержанием биологической жизни. К примеру, существует научная гипотеза, что жизнь на Земле возникла благодаря подводным вулканам, которые выбрасывали на поверхность большое количество метана, из которого синтезировались органические вещества. Доказательством являются сейсмически активные зоны, располагающиеся в глубине океанов, вокруг которых кипит подводная жизнь, не требующая поддержки со стороны Солнца. Эти точки на поверхности планеты действительно стали теми главнейшими местами силы, из которых распространилась первая биологическая жизнь. Не меньшую роль для развития жизни играют все сейсмические зоны и горные системы, ведь именно в этих местах магма выходит на поверхность и выносит с собой все микроэлементы, необходимые для развития жизни. При этом наибольшую активность имеют срединно-океанические хребты, а также вулканы, располагающиеся по берегам океанов, например, как на Камчатке. Эти зоны можно считать родоначальниками жизни, и с ними связаны самые мощные места силы планеты, наиболее проявленные внешне. Энергии в таких местах столько, что ее хватит не только на поддержание природных процессов, но и для людей. И поэтому шаманы издревле интересовались такими местами и проводили на них свои процессы. Проявленные места силы – это не обязательно вулканы, горы или впадины. Это также места с большим перепадом в рельефе. Например, ими являются глубокие каньоны, располагающиеся по разломам, а также русла всех крупных рек. В целом, весь рельеф, который вы можете наблюдать, появился в результате глубинной деятельности Земли, а значит, все его особенности определяются потоками эмоциональной энергии. В тех местах, где перепады высот наиболее значительны, внутренняя активность Земли особенно проявлена, а значит, эти места имеют особенную силу. Такие места можно найти даже в равнинной местности, ведь даже здесь встречаются перепады высот. Например, ими могут быть высокие берега рек, холмы или овраги, образованные течением вод. Конечно, с точки зрения науки, русла рек и оврагов образовались не в результате внутренней активности планеты, а вследствие действия потоков воды, текущей по поверхности. Кроме того, в средней полосе рельеф обычно связан с движением ледников, которые прошли с севера на юг во время последнего оледенения. Действительно, это так. В то же время все эти процессы выстраиваются земной энергией, несмотря на то, что основным источником для них является солнечная активность. Например, приток воды к истоку реки обеспечивается круговоротом воды в атмосфере и связан с деятельностью Солнца, однако именно рельеф, выстроенный планетой, определяет направление течения рек. То же самое можно сказать о ледниках,
которые начали двигаться с севера на юг вследствие похолодания, и энергия для их движения приходила из атмосферы. Однако оледенение было связано не с понижением солнечной активности, а с движением материков, приведшим к изменению облика планеты. И хотя энергия на движение льда шла извне, запущен этот процесс был самой Землей, и она отвечала за его протекание. Поэтому все перепады высот, встречающиеся в равнинных районах, такие как холмы или крупные валуны, являющиеся следами деятельности ледников, были созданы земной энергией. Таким образом, все проявление активности вашей планеты связаны с потоками эмоциональной энергии, выходящими из ее глубин. При этом такие потоки могут быть вертикальными, например, те, которые проходят через жерла вулканов или поднимаются по разломам, или же горизонтальными, распространяющимися по поверхности. Например, горизонтальные потоки энергии текут по руслам рек и ручьев вместе с их водами. Поверхностные потоки проходят через гряды холмов, созданные ледниками, ведь эти формы рельефа появились благодаря их энергии. Вертикальные потоки энергии в первую очередь связаны с горными районами, а поверхностные – с равнинами. При этом, если посмотреть на всю картину распространения эмоциональной энергии по поверхности Земли, то можно увидеть, что эти два типа потоков тесно связаны между собою. Глубинные потоки создают вертикальное движение вещества Земли и приводят к образованию гор, а эти места уже становятся источниками распространения горизонтальных потоков, которыми являются реки. Энергия Земли выходит из глубин в местах, где сходятся литосферные плиты, и далее растекается по поверхности и питает равнинные зоны. Получается, что вертикальные глубинные потоки энергии рождают поверхностные, распространяющиеся горизонтально. Все это приводит к тому, что мощные места силы встречаются как в горных местностях, так и в равнинных, но связаны с разными процессами и выглядят по-разному. В горных районах важнейшие места силы связаны с значительными перепадами высот, которыми являются высокогорные пики, самые глубокие каньоны и впадины. Сюда же можно отнести и пещеры, связанные с просачиванием воды внутрь земли, и этот процесс обусловлен действием вертикальных потоков, проявляющихся в силе тяготения. В случае же равнинных местностей перепады высот являются второстепенным признаком, ведь потоки энергии распространяются горизонтально и чаще всего связаны с течением рек и ручьев. При этом любое течение воды концентрирует энергию, движущуюся по поверхности, и чем больше водный поток, тем интенсивнее энергия. С этой точки зрения, любая маленькая речка и даже ручей являются местом силы, ведь их поток собирает энергию с огромной территории. Кроме того, имеют значение повороты рек, так как в этих местах образуются вихревые потоки энергии, приводящие к дополнительной ее концентрации. Каждый поворот реки создает энергетическую воронку, собирающую ее энергию, и такие места являются одними из важнейших мест силы в равнинных областях. В частности, поэтому многие древние города люди строили в излучинах рек. И связано это не только с безопасностью или возможностью построить надежное укрепление. Люди находили такое место, где энергия постоянно пребывала, а поток ее был наиболее сильным, и таким местом часто оказывался высокий берег, находящийся в местах крутых поворотов. В таких местах вода разгонялась особенно сильно и увлекала за собой поток энергии, а затем, проходя поворот, концентрировала его. При этом люди, находившиеся на высоком берегу, оказывались не в самой воронке, а рядом с нею, в том месте, где собранная энергия начинала распространяться вовне. Поэтому река не забирала энергию у людей, наоборот, приносила ее, и город, расположенный на высоком берегу, постоянно омывался этим течением. Таким образом, повороты и излучины рек являются самыми мощными местами силы в равнинных областях, где образуются вертикальные вихри, по мощности сравнимые с потоками, существующими на месте огромных горных пиков. При этом такие места могут концентрировать огромное количество энергии, ведь собирают ее с больших территорий.
поэтому они являются одними из мощнейших проявленных мест силы планеты. Конечно, я имею в виду повороты самых крупных рек, которыми изобилует территория России. Поэтому, несмотря на то, что в вашей стране далеко не везде существует горное образование, это отнюдь не означает отсутствие мощных мест силы, так как многие из читателей этой статьи живут в равнинных районах. Я уделил большое внимание этому вопросу. Кроме того, многие места силы, встречающиеся в равнинных областях, связаны с разломами земной коры, и хотя эти глубокие трещины литосферы никак не проявляются в рельефе, они связаны с выходами энергии на поверхность. Конечно, эти вертикальные потоки энергии намного менее интенсивны, нежели в горных местностях. Но это отнюдь не значит, что места силы, расположенные в них, хранят меньше возможностей. Как я уже говорил, если место силы не проявлено внешне, то его ресурсы меньше расходуются на питание природных процессов, а значит, его энергия свободна для поддержки людей. Такие места силы могут быть не менее значимы, чем излучины рек, хотя внешне могут быть совершенно незаметными. Многие из них связаны с так называемыми геопатогенными зонами, имеющими отношение к разломам земной коры. В таких местах ученые замечают необычно высокую интенсивность электромагнитных волн и искривления полей, что связано с вертикальными потоками эмоциональной энергии, выходящими на поверхность. Эта энергия обычно не расходуется на перемещение масс вещества и не выражается в рельефе, поэтому ей не находится применение, вследствие чего она часто вызывает аномалии, так как скапливающаяся энергия требует выхода. Избыток эмоциональной энергии может влиять и на живые организмы, или, например, приводить к изгибанию стволов деревьев во время их роста. В таких местах у людей могут проявляться необычные способности и происходить видение. Например, многие могут слышать духов или общаться с жителями астральных миров. Такие локальные и явные проявления тонкого плана пугают многих людей, и они считают их проявлениями нечистой силы. Однако все это связано с значительной интенсивностью эмоциональной энергии, приводящей к активации тонких способностей. То, что люди могут общаться с духами в этих местах, не означает, что представители тонкого плана обитают только в геопатогенных зонах. Просто у людей больше возможности услышать их именно там. Конечно, повышенный энергетический фон привлекает многих существ, существующих на тонком плане, ведь эти существа буквально живут за счет эмоциональной энергии, и у них есть потребность находиться в таких местах. Поэтому, безусловно, геопатогенные зоны являются местами скопления духов и других существ, живущих на уровне энергии. Впрочем, то же самое происходит в других районах с повышенной энергетической активностью, будь то реки, вулканы или горячие источники. Ученые, изучающие геопатогенные зоны, уже давно обнаружили их закономерное расположение на поверхности Земли и построили карты выхода глубинных потоков. Эти точки выстраиваются в решетку, и все они создают энергетическое поле вашей планеты. Такие места обычно не связаны с рельефом, их много как в горных местностях, так и на равнинах. При этом наиболее сильные и проявленные связаны с разломами, и эти места можно обнаружить по повышенной концентрации радиоактивного газа радона, просачивающегося из глубинных слоев Земли. Кроме того, существуют и совершенно непоявленные места силы, которые не связаны с разломами или повышенным радиационным фоном, и отсутствие их физических проявлений приводит к тому, что их энергия оказывается особенно свободной для общения с людьми. Многие люди чувствуют такие места на уровне своих ощущений, когда их могут посещать необычные состояния или они могут устанавливать глубокий контакт с окружающей природой. Такие места проявляются на уровне эмоций, и поэтому у каждого человека такой контакт может быть очень разным, но их объединяет одно — прилив энергии, которую человек может направить на то, что ему ценно. И это может быть связано с активацией каких-то способностей или раскрытием глубинных знаний, находящихся в подсознании. Другие люди стремятся найти контакт с тонким планом и посещают такие места ради общения с духами или с духовными сущностями. При этом они ощущают,
что в таких энергетических условиях у них усиливается тонкое восприятие. Хотя подобные места могут быть совершенно непримечательными внешне, люди издревле посещают их. И именно поэтому о многих из них сохраняются предания. Местные жители могут передавать эти сведения из поколения в поколение и приходить на такие места, чтобы попросить о чем-то духов или помолиться. Бывает, что у них часто исполняются желания, и это совсем не обязательно связано с поддержкой духов. Результат связан с мощным потоком энергии такого места. Находясь на месте силы, человек может создать особенно сильное намерение и запустить стремительное исполнение своего желания, подобно тому, как это в давние времена делали маги и шаманы, пользуясь энергией подобных мест. Пока человек находится в месте силы, его намерения обретают силы магического заклинания, и его желания получают иногда почти мгновенную реализацию. Кроме проявленных и непоявленных мест силы, существуют также скрытые, многие из которых были активны в давние времена и позже были закрыты богами земли в целях безопасности. Но, как я уже говорил, в настоящее время многие такие скрытые источники будут восстанавливаться, так как энергия будет вновь прибывать на Землю. Все такие места будут расширять ту энергетическую решетку, на основе которой существует поле Земли. При этом она будет становиться более плотной, и на ней появятся новые системы узлов. Эти узлы будут также располагаться по определенной закономерности. Поэтому новые места силы будут активироваться не случайным образом. В такой активации значимую роль будут принимать сами люди, которые будут чувствовать зов того места, которое захочет раскрыться. Энергия начнет просачиваться и пробиваться на поверхность, а люди, движимые желанием почувствовать особенное состояние, будут приходить туда. Взаимодействуя с глубинными потоками, люди будут помогать им выходить на поверхность, будут расширять их течение, и по мере взаимодействия с людьми такие места обретут значительную силу. Вы спросите, какие места силы лучше посетить сначала, проявленные или непроявленные, или лучше уделить внимание скрытым, чтобы помочь им раскрыться. В целом, стоит начать с тех мест, которые уже активны, чтобы прочувствовать новое состояние и научиться общаться с местами силы, а затем обретенные способности уже можно использовать для активирования новых мест. Для начала можно использовать как проявленные места, особенно хорошо заметные по рельефу, так и непроявленные, которые можно обнаружить по аномалиям радона и несколько повышенному радиационному фону. Такой фон не является опасным для здоровья, так как концентрация радона не столь высока, при условии, что этот газ не скапливается в закрытых помещениях. Как правило, такую повышенную концентрацию сложно обнаружить, и для этого проводятся специальные исследования, выявляющие глубинные разломы. Поэтому для выбора таких мест можно пользоваться уже существующими данными. Кроме того, можно обратиться к народным преданиям и даже к слухам о таинственных местах, ведь все такие точки, скорее всего, являются геопатогенными. О многих таких местах люди могут отзываться в темных тонах или специально сгущать краски. Связано это с опасениями по отношению к тонкому плану. Безусловно, в местах силы следует помнить о технике безопасности, о которой не раз будет сказано в будущих статьях, но не стоит обходить их стороной. Такие места в целом являются активаторами тонких способностей. Поэтому на них люди могли встречаться с любыми проявлениями тонкого плана, как позитивными, так и негативными. В местах силы усиливается любая мысль и эмоция человека, как приятные переживания, так и грустные мысли. Если человек, находящийся в низких вибрациях, попадает в такое место, то скорее всего он только усугубит свое состояние, и от такого взаимодействия не будет хороших воспоминаний. Именно такие случаи повлекли за собой дурную славу геопатогенных зон и создали впечатление опасности. Кроме того, духи, находящиеся на местах силы, часто заинтересованы в создании такого мнения, ведь тем самым они не пускают на место тех людей,
которые не готовы к взаимодействию с такими интенсивными энергиями. Духи действуют в целях защиты, и, конечно, такие приемы являются далеко не самыми гармоничными, ведь они отпугивают людей от мест, несущих значительный потенциал. Однако это связано с тем, что духи еще не настолько часто общаются с людьми, и любое появление человека в местах силы вызывает их удивление. Но в будущем, когда ваше взаимодействие с местами силы станет более распространенным, духи станут более открытыми для общения. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрели основную классификацию мест силы, которые делятся на проявленные, непоявленные и скрытые. Общение с местами силы можно начать с проявленных мест как наиболее активных, энергия которых является открытой для каждого человека. Затем можно перейти к непроявленным местам, которые являются не менее сильными и даже наоборот, вследствие того, что их энергия не используется на природные процессы, она может концентрироваться в больших количествах. Поэтому общение с проявленными местами можно считать подготовкой к общению с более активными и мощными, которыми являются геопатогенные зоны. Такие места часто охраняются духами, а их энергия специальным образом скрывается, чтобы не быть разворованной социальными процессами. В результате, большая часть подобных мест силы пока держится в секрете, а духи и их охраняющие заинтересованы в распространении недобрых слухов. Однако по мере того, как люди начнут получать опыт общения с проявленными местами силы, у них будет появляться все больше возможностей договариваться с духами геопатогенных зон. Все это будет естественным процессом, ведь всем местам сил нужна реализация их энергии. До сих пор такое не было возможно вследствие отсутствия информации о том, как возможно гармонично общаться с местами силы. Но по мере того, как люди будут обретать новый положительный опыт, его можно будет использовать на геопатогенных зонах, которые могут стать мощнейшими активаторами способностей, ведь они концентрируют в себе значительную энергию. Затем, когда большинство геопатогенных зон установит гармоничный контакт с человечеством, начнется следующий этап, связанный с активацией новых мест силы. На этой стадии все знания и навыки, обретенные при общении с проявленными и непроявленными местами, можно будет применить во благо планеты, для проявления ее настоящего потенциала. В следующих статьях я продолжу свой рассказ о процессах, протекающих на местах силы, и об их энергетическом устройстве. С уважением, Крайон. С почтением ко всем ищущим, с любовью ко всем и пониманием. Всего доброго и всех благ, духовного изобилия. Хотите получать свежие послания от высших с тонкого плана? Подписывайтесь на канал.